последним из твоих изгоев. Возьми меня с собой, наивный мир. Я хочу быть с тобой, пока я живой, пока я живой. Опасный мир, где мир спасать уже никто не может, где даже время сбрасывает кожу. Приветствую тебя, непрочный мир, приветствую тебя, безумный мир. Ты сделан из железа и свинца, и я пойду с тобою до конца. Возьми меня с собой, прекрасный мир. Я хочу быть с тобой, пока я живой, пока я живой. Я хочу быть с тобой, пока я живой, пока я живой. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери. За звезду полжизни, за Луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за Луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и зон.
Оттого я теперь и плачу за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду полжизни. Раз, два, три, раз. Привет всем. Блин, как по традиции у нас, как что-то стартует, надо что-то отремонтировать или обновить. Запускаю ДКС, вот, но я не стал проверять, как бы я уже думал, какое там обновление, вот только что было, неделю-две назад. Запуск стрима, запуск игры, обновление, ё-моё, опять скачка, установка. Что тут можно обновлять? Это что, бета-версия? Каждые 2 недели. Что они тут обновляют-то? Я не могу понять. Ладно. Все, обновление выполнил. Так, значит, у нас какие сегодня планы? Мы летаем сейчас. Потом бегаем. Как и планировал, в предыдущем стриме играем сегодня на Граче. 125 обычный. Да, вот я камеру настроил. Правда, она выдает 5 FPS. Ну ладно. Ну, что хотите от камеры 15-летней. Когда? Минус 15 лет с сегодняшней даты. Вообще так. Просто вот вспомнил, блин, у меня, кажется, есть камера. Наверное, надо попробовать просто ее хотя бы подключить, посмотреть, работает, нет. Работает? Ну и ладно. Так. Да, создал в предыдущем стриме пилота. Выполнили 2 задачи, но при этом как бы не без потерь. Самолет потеряли 2 раза, даже самолет потеряли. Су-25Т участвовал в основном. Но заработал 1 медальку, орден мужества. Вот. Кстати, все катапультирования были на территории наших войск. Так что все прошло успешно. Ну, не считая того, что самолет сбили. Ну что, по традиции идем в тренировку. Наверное. Ладно. Блин, да думаю, там... Нет, без тренировки я не смогу играть. Я проигрывать буду. Буду глупые ошибки делать. Мне надо размяться. Ну давай уже. Прилепись. Да, иногда приходится как бы джойстик использовать прям силой. Самолет, он, допустим, гидрач, если выбивает, он не управляется, тебе приходится аж тянуть этот штурвал на себя. В итоге вот эти скрепки, они, блин, отлепляются. Так что для аварийных ситуаций, особенно связанных с неисправным креном или тангажем, лучше использовать, конечно, хорошее крепление для джойстика. Вот. А тут еще ребята говорят, кривые поставь нормальные. Ну да, когда у меня гидрач нахер в ноль уйдет, тогда вообще он вообще им ничего. Вот он сейчас хотя бы он резко управляется, и он дает управлять самолетом без гидрача, ну, более-менее. А если сейчас вот эти кривые поставь в 30, он вообще у тебя не будет работать. Потому что там у тебя самолет же становится более плавнее. Вот эта плавность, она именно сработает в минус в аварийной ситуации. Поэтому я, кстати, об этом думал и понял, что лучше пускай он будет так, потому что мне часто выбивают гидравлику. Так.
Что бы мне использовать? РБК. Это кластерный, да? Кластерный мне. Блин, что-то хочется такое необычное, крутое. Против Абрамсов. Нет. Нет, что здесь? Остальное уже все скучно. Ну ладно, уговорили. Игра меня уговорила так, что быть, возьму опять эти ракеты. Блин, хотелось бы бомбочку, которую танк уничтожает. Абрамс. Нету такой. Я помню, его на башку этот фаб сбрасывал 500, ему вообще насрать. Под ним просто ямка образовалась какая-то, и то пятно в этой игре, и все. Бомбами займемся. О, да ладно, давай кластеры используем против пехоты. Вот эти. А, смотри, ПТ противотанковые тоже идут, что ли, они? ПТ это же противотанковые, да? Нет, ладно. Против пехоты возьму. Ну, как-то так. Такое вот вооружение. Это разминка будет просто. Потом идем кампанию играть. Не реванш, а там какая-то кампания другая, я в нее не играл. Начнем, посмотрим. Мне что-то реванш не зашла, как бы, ну, мы все равно будем играть. Ну, честно, мне не очень она понравилась, потому что я туда пришел на граче летать, а мне какой-то Су-25Т опять предлагают. При всем уважении к этому самолету Су-25Т, нахрена тогда летать на граче? Че, у меня камера нормально работает? Вот это не работает ни хрена, да, опять? Это не меня, сейчас, секунду. Настольная что-то не хочет она мне работать. Скорее всего, это из-за того, что у меня сейчас используется программка через NVIDIA. Она не дает работать старой камере. А нет, смотри. Рука такая, хоп. Ладно. Блять. Ну, вперед. Да, я сегодня 3 площадки запустил: YouTube, Twitch, Rutube. Что-то не знаю, у меня иногда нормально они все 4. Вот, а вчера я посмотрел запись, лаги были. Лагало, да. Вперед.
Из всех моих тренировочных миссий это самая простая миссия считается. Все остальное это надо выполнить боевую задачу. Это почти то же самое, как пройти миссию целую. Привет, подскажи, ты трекер используешь? Привет, Александр. Да, OpenTrack программа, ну. Кстати, ребят, где еще можно OpenTrack использовать? Кто знает? 1.05. Взлет запрещаю. Там, допустим, в каких-нибудь, может, игры есть за рулем, где тоже трек работает. Отход по схеме на 300. Или только в ДКСе. 757,47. Так-то удобная штука иногда. Ну, если ее настроить, конечно. У меня первая настройка была вообще там, чуть голову повернешь, уже себе на спину смотришь. Ё-моё, ты дурачок? Блядь, взял джойстик в руки. Чуть скорость мне не сбросил. У меня же этот ползунок там был в ноль. Кого приобрел? Программа, да, OpenTrack же она в этом есть. В просторах интернета. Бесплатная программа. Обычно приложение для компа. Ты не понял, наверное, меня о чем я. Программка и камера тебе нужна, и все, вебка. В армии тоже можно, нифига себе, надо попробовать. Мне бы интересно было бы там с автоматом бежать, так хоп-хоп. Офигенно было бы. Кстати, там же свободный обзор есть. Блин, слушай, заинтриговал меня. Блин, а как там настройку эту сделать же? Я боюсь, что я здесь настройку собью. Там же надо свою. Надо посмотреть, там может еще можно профиль создать один в программе. Ну блин, я тоже ее долго настраивал. Одно дело, когда просто подключить ее. Вот.
другое дело, надо же еще голову свою. У нас же поворот головы у всех разный. Кто-то резко любит делать это, кто-то плавнее, у кого-то вообще остеохондроз. Он и все. Ну, я как бы, не, без шуток, всякое разное бывает в жизни. Поэтому тут надо настраивать. Я вот тоже резко головой не люблю дергать. Да, здесь пожилые, мне 50. Добро пожаловать. А почему не грач? В смысле, почему не грач? Вот он грач, например. Для тех, кому за 50. Причем тут пожилые? Ты, блин, сказанул, конечно. Конечно, на Тэшке летал. И летаю. Мне Су-25Т нравится, и это... И Су-25 СМ. Так что... Мне все нравится. Че, близко, да? Тихо, тихо, тихо. Близко запуск был. Особенности опять веселые. Это... Блин, ну так хорошо его увидел. Это пулька от Абрамса была. Танковый пулемет. Командирский. Обычно он так попадает по корпусу. Если слишком много по тебе пострелять, то что-нибудь отвалится. Не знаю, пилота, наверное, они здесь не убивают. Допустим, в армии, игра Арма, там могут тебя, как пилота, ну, в кабине убить. Что в вертолете, что в самолете. Здесь нет. Здесь только если тебе ракета в кабину прилетит, либо зенитка. Вот, но танковым пулеметом меня еще здесь не вышибали в кабине. Просто мне фартило, ну, не знаю, но я сколько раз на них залетал. Это колбасит. Скорость маленькая, что ли. Блять, ты чё мне врубил, ё-моё? Вырубил ты. Так, ладно, давайте сосредоточимся, надо мне тренировку сделать. То я буду ее долго делать. Ой, блядь. Это убери. Подожди, а что у меня закрылки горели? Сейчас шасси будет вырублено. Я смотрю, у меня закрылки-то горят.
Спасибо тебе тоже с наступающим. Это тренировка, я перед миссией просто тренируюсь. Так сказать, разогрев. Сейчас кампанию пойду выполнять. Из той же серии, как компания Реванш и еще там компанию. Ну да, начнем проходить, но... Я в нее не играл ни разу, сейчас первый раз пойду в нее играть. Буду пробовать, но... Че не так опять? Че не понимаю. Да какие, блядь, бомбы? Я же управляшки ставлю. Что за, блядь, то ли клавиша у меня где-то конфликтует с чем-то. Мне опять бомбу выставил. Не, ну он реально у меня, короче, кнопка какая-то Кнопка где-то у меня, короче, конфликтует с кнопкой, надо посмотреть. На бомбы переключает, и все. Я думаю, что у меня не идет этот целеуказатель. Блять, я так буду над ними долго кружить. Так, сейчас вот стоят управляемые ракеты. Одна ракета у меня осталась. Повыше надо сделать. Врубаю. Теперь надо в него попасть. И все, блядь. Близко подлетело опять, смотрите. Сука, полетаешь на этих солтов, да, шквалов. Потом здесь вообще опять ни хера не можешь. Вот поэтому и нужна разминка. Потому что там шквалом навелся, прилетел на 500 метров в расстоянии, стрельнул. Здесь опять сейчас тренируюсь. Расслабляюсь на тех самолетах. Ладно, сейчас подальше отлечу. Блять, то далеко, то близко. 25 МЛ ракета. Я, блин, ее за 15 километров запускаю с Су-25Т. С этого, блин, хрен запустишь издалека. Либо она не долетит, либо еще что-нибудь. Близко тоже ее не пустишь. Здесь вот это расстояние надо просто понимать, с какого она здесь запускается. Но опять же, издалека же надо цель видеть. Ты же не будешь ее по ветру просто пускать.
Это не две цели, допустим. Сука, да что такое? Ты смотри, я захват делаю. Почему он ВПУ-то? Что за бред? Ты смотри, он у меня, короче, кнопка какая-то сбивает управляемую ракету. Ну, в плане настройка. Конечно, какая-то хуйня здесь. Все, ракета пошла. Сейчас маленько доведу. Ну, я только к цели подлетаю. Пытаюсь захват сделать. У меня хуяк с бомба включается. То ли на джойстике какая-то кнопка переключает тип вооружения. Что-то не могу понять, что происходит. Я вот сейчас опять хотел только, ну, первый раз атаковать. Я смотрю, у меня этот не фиксируется прицел. Что за херня, блин? Смотрю, у меня бомба включена. Ладно, забрались. Так. Как тот Абрамс сейчас бить? Ракеты потратил. Давай 500-ку ему сбросим. Так, она у меня получается предпоследняя. А, ну вот она. Нет, ни хрена, вот она. По одной. Одну хрень уберу. Смогу ли я его убрать? Нет. Целые команды. Короче, надо убрать эти повороты. Сейчас я посмотрю, что это за ось. Эти повороты здесь не нужны. Они нужны только на вертолете. На самолете не нужны. Еще имейте в виду, если джойстик этот будете покупать, надо либо хорошо стол протирать, прям офигенно, чтобы вообще ни капли чего не было, потому что присоски, по мне так, мне кажется, они хилые вообще. Сам джойстик, он жесткий такой, прям чувствуется. Бывает, рука устает, если на каком граче долго летать. А присоски не вывозят его сильную тягу. Так, теперь давай вот это, что это такое? РЗ, да? Рысканье называется. Ну-ка. Что она? Вот видите, она работает. Вот ее надо убрать. Очистить. Окей. Все, нету этого рыскания. Да сука, ты прилипнешь сегодня? Нет, блять, вот это уже пиздец. Что такое с ним? Блять. Я не могу понять, что с ним, блядь. Или вода стрёмная. Вода как вода. Не, на клей я не буду его клеить. Я потом его не отклею. Здесь еще вибрация есть, кстати. Ну, я не знаю, на каких играх она работает. Здесь у меня что-то нифига не вибрирует. Да, был бы я прям летчиком, блядь, только сидел в этом бы симуляторе, я бы себе на стол прицепил бы. Но так как я играю, и пехотой побегать надо. Все, вот не работает эта херня. Смотрите, она его крутит, блядь, джойстик. Он отлепляется из-за них. То есть эти присоски, они вот для чего. Они помогают вот от этого, как бы они держат вот это крен-тангаж. А что касается вот этой херни,
Надо джойстик придерживать тогда. Все, он не работает. Это. Мне она не нужна здесь. Она реально, вот эта хрень, она сбивает самолет. Ты, короче, когда крен делаешь влево-вправо, у тебя он летит не вот так вот, а вот так вот, блин. Как по лезвию. Так что мне проще рыскание делать на этом, на клавиатуре. Ну вот, теперь можно и поработать. Что там, бомба? Сейчас буду заходить на Абрамс. Не знаю, блин, зачем мне этот поворот был, для чего. Но он здесь в джойстике был. Ну, наверное, чтоб на вертолете летать. Только что и все. Не знаю, я не летал ни разу, надо будет попробовать здесь. Декрейсер. Сейчас он у меня управляется спокойно. А то я заебался уже поворачивать, как на машине летаю. Только в воздухе. Руля не хватает. Сам джойстик хороший, очень хорошо управляется. Нет вот этих плясок, все нормально. Только вот фиксировать его надо. Единственная проблема, надо к фиксации как-то адаптировать. Где ты? Кто ты? Кто ты? И зачем ты здесь? Опа. Нифига себе, бомбочка, блин, пехоту всю уничтожила, а пехота знаете где была? Сейчас покажу. Абрамсу вообще насрать, а пехота была здесь. То есть взрывная волна уничтожает пехоту вот здесь за ангаром, но при этом Абрамсу всего повреждает 22%. Охеренно, да? А мне, кстати, они это повредили корпус. Я сейчас смотрю. Корпус-то поврежден. Сейчас покажу. Так что нормально, у них пробивает пулемет. Неплохо. Казалось бы, пару звуков так пах-пах, да? А было-то вообще не пах. Ну, по виду-то. Так, и решето сделают. Так, ну что с тобой делать? Я, блядь, пушкой его больше покоцаю, чем бомбами этими. Ну, я смотри, он не берет пушка. Хрен. Я, кстати, попал по нему пушкой немного, пару пулек. Вообще, ни миллиметра ему не отнял. Ну, вот тебе, пожалуйста, танк. Хрен ничего сделаешь. Кстати, бомба упала не на него, она упала рядом. По идее, она должна его волной было повредить.
Она ему ни хрена не сделала. Это был, по-моему, у нас... Подожди, а что это бомба? А, ну это была бомба, это был у нас, по-моему, ФАП 250, что ли? Нет, ни хрена, вот это по-моему, 500-е были. 250-е, по-моему, они маленькие, они у меня подо мной. Ой, сбоку. Вот они. Ближе ко мне, короче. По-моему, это 250. Ладно, еще сброс сделаю один сейчас. Я помню, ФАП 500 ему по башке сбросил. Вообще ни процента не отнял. Блять. Маленько не то. Оп. Не сбросил. Близко подлетел. Так, иди в жопу, короче. Я сейчас на обратке на него полечу. Он какой-то невезучий, этот Абрамс. Пойду сейчас лавки расхерачу. Сколько его можно уже бить? Три лавки. Или одну повредил. Короче, 3 повреждения, а вот сколько по одной или по нескольким попал. Непонятно. Что у меня тут еще есть бомба, да? Оп. В последний момент ловлю этот треугольник, блин. Говорят, несколько снарядов в одну воронку не падает. Ни хрена, по-моему, в ту же воронку залетело. Там же взрыв был. Так, одна лавка уничтожена. Так, у меня есть еще один тип бомб кластерный. Вот они. Сейчас я отработаю по Абрамсу. А, нет, у меня еще бомба есть стоять. Вот это. Это ФАП. ФАП 500, по-моему. Ладно, давай колонну добьем. Колонна, там лавки и пехота.
Им хоть что сбрасывай, мне кажется, ты повредишь их. Оп. Слушай, по-моему, они все уничтожены, да? Да, там никого нет. Надо было по карте посмотреть. А, нет, вот последняя лавка уничтожена. Короче, всю колонну разнес. Обычно там что-то оставлял. Сейчас вообще все уничтожил. Не, бомбы, конечно, тема офигенная, но они хорошо работают против БМП, БТРов, пехоты, да, каких-нибудь укрытий. Для танков надо что-то другое. Какие-нибудь помощнее бомбы. Кабы, наверное, да, какие-нибудь. Корректирующие есть бомбы, вот они вообще хорошо их уничтожают. Так, где ты, морда? Сейчас мы тебя попробуем двумя сразу бахнуть. Но это надо хорошо их сбросить и на высоте, чтобы себя не поломать. Да, такой угол опасный, конечно. Нет. Я быстрее в него сам врежусь, чем бомбы долетят. Как-то подальше. Иногда так ленивый бывает далеко отлетать. Это вот большая ошибка бывает. Из-за этого вот ты что экономишь расстояние. Да, как бы горючку ты экономишь, что ты недалеко летаешь. Но зато ты заходов больше из-за этого делаешь. То есть ты ошибок больше делаешь, тебе приходится раз заходить, два заходить. А лучше, так сказать, один раз ушел на расстояние, цели захватил, уничтожил, и все. Иногда просто лень отлетать, вот честно. Хочется опять быстренький маленький кружок сделать, нанести удар, все. Тут большая ошибка в этой игре. Лень, она портит, конечно, все. Где ты, блин? Вон он сидит. Это скорость большая. Бля, да на какое расстояние-то надо от тебя отлететь-то, я не знаю. О, она летит, блядь. В смысле? Нихуя. Ой, извиняюсь. Да ему похер вообще. А чё, они так сбрасываются? Просто они без зажима, получается. Офигеть. Я, кстати, первый раз их сейчас сбрасываю. Просто сброс, хоп, и все. То есть те там, допустим,
и сброс, а это пик, и улетели. Офигенно. Ну все. А чё толку, он, видите, опять живой, хотя я в него попал. Так, мне просто интересно, давай посмотрим. Ну вот он, этот засранец стоит. Вон, раз дырка, два воронка, все рядом, а ему вообще плевать, блин. Ну. Я говорю, только ракетой уничтожать. С данного самолета его поражать только ракетой управляемой, все. Нарами ты его тоже не возьмешь, они его не берут. Ладно, все, я на базу. Пойдем выполнять задание. Я сейчас суши попробую съесть. Сочи, 105-й. Возврат. 1:05. Сочи, 105-й. Разрешите посадку. Сейчас я подумаю. Че замолчал? А типа я его перебил, обиделся, что ли? .400 скорость здоровая. Смогу приземлиться на 400. Да ладно, тихо, я пошутил, ну чё ты, все, улетаем. Ну пошутил, ну все, ну ладно, не получится, я понял. Это проверка была. Вот это я понимаю, самолет, блин, даже ошибки исправляются. Бля, только шасси поломал. Сейчас бы на Су-25 Т уже бы разбился, все, он бы плашмей бы упал. У меня получается переднее колесо повредилась, да, эта херня? Мне главное, чтобы задняя вылилась. Сейчас на второй круг зайдем. Скорость большая. Как на истребителе, блядь. Че, вообще скорость не сбрасываешь?
опять скорость большая. Пипец он, блядь, скоростной, ё-моё. Ну, реально, потому, чтобы скорость сбросить, это надо прям далеко отлетать. Там тоже эти змейки вертел, ни хера не смог скорость скинуть. Сейчас. Я специально ерундой страдаю, мне нравится иногда экспериментировать. У меня вообще была мысль, может его на брюхо посадить, но сейчас у меня колесо первое выдвинутое, поэтому это бесполезно. Крушение будет. Сейчас его приземлять надо на шасси. Я еще, знаете, как люблю делать? На кабриолете летать. Кстати, я уже так летал, мне нравилось. Классно вообще. Мои первые полеты на Су-25Т были. Этот скидывал этот фонарь, открывал и летел. Не, классно, кстати. И в зимнюю погоду особенно. У меня миссии есть зимние. В минус 20 летишь так. Классно. Ему вообще насрать, хоть без кабины лети. На Су-25Т его трясет пипец просто, если ты вот фонарь этот сбросишь. Или фара какая. А этому вообще похер. Тихо, 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 блядь. Че его понесло-то? Закренился он куда-то. 05. Орудовать на стоянку. Нет, не хочу. Вообще, вот он не ощутим, да, вот что с этим летаешь, с кабины, чтобы без нее было. Самолет вообще прикольный. Я на 25Т сбрасывал ее тоже, помню. Ну, я случайно. Я, короче, летал, когда... Я случайно сбросил сочетание кнопок, не те нажал, еще с управлением знакомился. Ну и все. Лечу, меня трясет, колбасит, я офигевал вообще. А здесь вообще пофиг. Камера не работает, нифига. Эй-эй-эй. Она работает, ну, тормозится. Ладно. Это я показал, как летать нельзя на нем. Пойдем играть. Так, компания. Самолет Су-25. Воин холодной войны.
Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года, по-видимому, ознаменовало начало новой эры мирового порядка. Это привело мир к краю пропасти. В ночь падения Берлинской стены армии группы советских войск Германии покинули свои места дислокации по всей Германской Демократической Республике, чтобы подавить зарождение Восточно-Германской революции. Распознав эти перемещения, командование НАТО пришло к роковому заключению массирование сил для нападения в Западную Европу. Утром 10 ноября НАТО приступило к реализации плана «Напряженная пружина». Упреждающий удар по советскому соединению в Восточной Германии. 8 корпусов НАТО оперативно пересекли внутригерманскую границу и вступили в бой с группой советских войск Германии. Советские армии, ожидавшие, что операция проходит в рамках внутренней безопасности, оказались неподготовлены и захвачены врасплох. В сражении небывалого масштаба и силы, длившимся 3 дня, группа советских войск Германии была таки разгромлена. Как ни странно, НАТО понесла только незначительные потери. После краха в Восточной Германии генералы Красной Армии взбунтовались против правительства. Фига, тут даже фамилия указана. Помните дядьку эту? Горбачев. Бля, что-то... Короче, что-то он мне не хочет прилепляться уже. Либо вода стрёмная, надо другую. Может вода быть. Ну да, вода может быть стрёмная тоже. Надо воду просто поменять уже, когда я наливал-то. Ни хрена не клеит. Так, Михаилу Горбачеву приказали мобилизовать все военные резервы. Это стало бы только вопросом времени, прежде чем советские дивизии с Дальнего Востока пронеслись бы смерчем по Европе и отомстили бы за уничтожение Красной Армии. Командование НАТО видело только одно средство спасения – широкомасштабное наступление на Советский Союз. Чтобы помешать перегруппировке советской армии, 20 ноября 1989 года победоносные силы НАТО, получившие пополнение, начали наступление на равнины Восточной Европы. Ё-моё, нихера тут философия. Получив возможность беспрепятственного прохождения от сбунтовавшихся армий Польши и Чехословакии, они проследовали далее в самое сердце Советского Союза. Взаимно гарантированное уничтожение тоже дело свое дело. Пока каждая сторона имеет реальную надежду выиграть войну, никто не осмеливается раздуть пожар ядерной войны. Снова сыны России и их советские братья должны взяться за оружие, чтобы защитить свою родину. Ё-моё. Слушай, по-моему, там война будет. Ну ладно, что, пойдем посмотрим. Там будет звездец. Смысл, а зачем самолет-то? Давай это... Ну, автоматы вперед, в окоп. Нахрен нам грач-то нужен. Сторона Россия против Германии, прикинь, пишет. Задача. Главное командование приказало ударной группе атаковать подразделения западно-германской танковой бригады на северо-востоке. Группа покидает место встречи. Слушай, так а мы сейчас будем с этими, с леопардами, наверное, драться? Ну, точно не с тэшками. Так, цель. Атаковать танки западно-германского танкового батальона 351-го в дорожном походном порядке. Так, тут указана точка маршрута, группы, которые участвуют. 4 Су-25, 2 Су-25, МиГи даже будут. Так, угрозы, значит, какие есть? Зенитная тема, да? Гепард. БМП Мардер. Леопард тут я вижу есть. ЗРК какие-то интересные. Короче, техника будет уже такая натовская, да? Офигеть. Вот с ней будет уже поинтереснее бороться, конечно. А то
Как-то уже надоело. Своей же против своей же. Своей же техникой против своих же машин драться. Не знаю, мне вот интересно было, вот здесь компания «Битва за нефть», когда я дошел до миссии, где надо было уничтожать Абрамсы, вот там было интересно уже играть. Так, у Земли ветер 1 метр в секунду, на 2 километра высоты 3, на 8 5. Вполне нормальный ветер. Что у меня там из вооружения? И сейчас посмотрим, куда лететь-то. Ё-моё. Это какая-то степь вообще. Там карты-то нету, вы чё? Чё? FE4? Так, сейчас я подойду, на пару секунд отойду. Что за... Так, на чем мы там остановились? Точно. На Первой мировой. А, нет, подожди, что я пизжу там? На холодной войне. На Первой мировой. На Абрамсах, блядь. Трекера на ноутбуке? Слушай, я не знаю. Так а как тебе там играть-то? Это надо у тебя смотреть, чтобы когда трекер хорошо работал, тебе надо, чтобы у тебя камера на уровне лица твоего была. А ноутбук же он всегда ниже
Даже если ты его на стол поставишь, все равно у тебя получается он где-то посюда камера же. Тебе надо, чтобы камера у тебя была вот. Вот. Чтобы она ловила полностью твою окружность лица. Вот. Чтобы ты наклоны твои работали. Если она будет ловить только твой, получается, подбородок, то она у тебя будет смотреть чисто либо вверх, либо вниз. Поэтому... Если ты только отдельную камеру возьмешь для ноутбука, ну, отдельно, как вот к компу подключаешь, допустим, и, я не знаю, повыше ее как-то сделаешь. Либо вообще не на ноутбук ее закрепишь, а где-нибудь какой-нибудь штатив забабахаешь, допустим, да, чуть повыше ноутбука поставишь на штатив, и все. Можешь так обмануть эту тему. Поэтому так можно сделать, по идее. Камера для трекера дорогая, не нужна вообще. Я говорю, у меня вот камера, у нее даже, блядь, названия нету. Сейчас уже, по-моему, на помойках даже таких не валяется уже. А, нет, есть, Attach. Это еще, знаешь, когда времена, еще скайп, когда появился, еще, о, скайп, нифига себе. Еще камеры-то брали, эти первые-то. Ну и все, вебка. Ну смотри, вебка отдельно. На штатив тебе надо. И все. На ноутбук, он же ноутбуки маленькие. Но если у тебя только он экран, блин, будет на уровне твоей головы, вот, тогда да. Тогда можешь камеру не брать. Можешь так пользоваться. Почему бы и нет? У меня на мониторе вон одна камера. На другом мониторе другая камера. А между мониторами вот камера, которая джойстик смотрит. Я тут весь в камерах. В 3D сижу. При том, что я из всех этих камер, наверное, одну покупал, только остальные мне или когда-то давно-давно еще я только начинал трансляции. Либо подарили, либо это старая была еще. Я не помню, где я даже взял. А, ну, у меня еще мама с папой ей пользовались, я помню. Она ловит, до сих пор работает. Слушай, что-то тут походу какой-то капец будет. Я вообще где? Будет хватать угла, чтобы видеть сам экран? Ну, у меня же видно, я же не голову сильно не отворачиваю. Видишь, смотря куда ты будешь смотреть. Если ты хочешь как-то вот так, туда аж под хвост смотреть самолету, ну, я не знаю. У меня вот обзора хватает, допустим, чуть в бок посмотреть, да, допустим. Ну, маленько боковым зрением. Все. Дальше я уже туда голову не кручу. Зачем? Смысл? Вон, либо зеркала, либо вид третьего лица. Ну и все. В основном чуть в бок посмотрел. Либо когда маневр какой-то делаешь, так маленько посмотрел в стороны. Ну да, я думаю, хватит. Тебе главное настроить ее. Приложение под себя настроить. Под свой поворот головы. Потому что вот ты же... Вдруг ты резко головой крутишь, я же не знаю. Кто-то резко, кто-то плавно. Кому-то наоборот надо добавить быстрости, потому что он как это... Вот так вот. Кто-то наоборот резко. То есть там надо вот эту чувствительность настроить. Вот такие вот дела. Долго там я настраивал тоже. Блин, где мой самолет? Я вообще не пойму. Сейчас вот запустим, а там какая-нибудь херня опять навешана на пилоны. Я хочу просто глянуть. Я так понял, он скорее всего в воздухе у нас. МиГ-17. Ну, подожди. Новичок, ветеран. Так. А игрок же как-то выделяется, наверное, да, у них? Ни хрена не выделяется. Тут один из этих звено. МиГ-23.
Вот самое тяжелое. Да нет, не особо. Сейчас, подожди. Мне тоже казалось, что это тяжело. Правильно найти гайд. Сейчас везде гайды есть. Только знаешь, гайды надо искать не такие. Вот делайте вот так вот, как я. Вот если я какаю кругляшком, и вы какаете так же. Просто тут тип объясняет, как настраивать просто. И все, а ты уже сам под себя настраиваешь. Не надо делать так, как кто-то делает. Надо делать, как ты делаешь. Просто понять, как это настраивается, и делать под себя, и все. Принцип работы понять. Там просто оси надо тебе настроить и связать их между собой. Так что, думаю, разберешься помаленьку. Так, ребят, я пас, я не знаю, где самолет, все, полетели. 100 гесен на иголку искать. Сейчас посмотрим, где мы. Я вообще на аэродроме тусуюсь. Кстати, зима, 20 декабря. Блять, почему у меня здесь 19? Сегодня у нас вообще это так-то 23-го. Давай посмотрим, что тут дал. Бомбы, ракетки какие-то. Народ вижу. Ракеты воздух-воздух. Так. Я нахожусь на аэродроме Сочи-Адлер. Вот он я. Мой позывной отображается. А, вот, значит, где я нахожусь. Так, это мне надо вылетать сюда. На ППМ-3. Здесь атаковать врага, да, я так понимаю. Вот, но я все равно хочу уточнить задачу. Раз уж я себя уже нашел. Вот, можно в брифинг зайти. И еще раз уточнить. Атаковать цели западно-германский батальон. Короче, танки в дорожном походном порядке. О, это наш бог, что ли? Классно. Интересно, а что там у них такое? Ну, я смотрел, да, у них там тоже ПВО интересное. Спасибо, мне стингера хватает здесь иногда, от которого отмахнуться не всегда получается. Там будет покруче, да, что-то. Ну, смотри, он дальше не ведет нас. По идее, он нас ведет только вот ППМ 2-3. То есть, вот где вот Усть-Лабинск, вот здесь, в 2 и 3 надо будет нанести удары. Тут мардеры расположены, вот Гепард слева, Леопардом 2. М109 это гаубицы американские, эти М109, помним их. Лео это Леопарды 2, да, я так понимаю, они называются Лео. А Гепард это у нас ЗСУшки такие. Ну, будем знакомиться сейчас. А то все Т-72 уничтожаем, то еще что-нибудь. А тут еще вот самолеты летают. Кстати, я не знаю эти самолеты. Сейчас тоже буду с ними знакомиться. Все, ладно, за работу. А еще тут есть маленькая особенность у этого самолета. Если мы, допустим, летаем на самолетах, где есть ИЛС, мы можем в ИЛС посмотреть тип ракеты. Вот, если ты на вид не соображаешь вообще и не шаришь, как на вид эта ракета называется, вот по виду. Слушай, так проще вот так сделать. А где вооружение? Вообще, по идее, он должен отображать вооружение.
Здесь должно отображаться, чем я вооружен. Нет? Блять. Одним словом. Я даже не знаю, что у меня тут за ракеты. Ну, ладно. Вперед. Ну, на вид я их особо не изучил, честно. Я привык их как бы сам вешать и примерно по пилонам различать. Вот. Или же они у меня отображаются на ЛС. Поэтому, если вы хорошо разбираетесь в данном типе вооружения, можете в чате написать, что это за... Вот, допустим, крайний пилон ко мне, что это за тип ракеты. Вот. Есть вероятность, что это у нас 25-ки, да, получается, разных типов. Либо это 29-ка, а после нее идет 25-ка. Короче. А, у меня даже не запущен плас. Так, врубаю электрику. Запуск левого двигателя. Вот у меня все, я, блядь, туда уже как-то стараюсь не крутиться, зачем оно мне надо? Вот так вот. Там, короче, тебе надо будет настроить настройку не просто поворота, но тебе связать еще с наклонами надо. То есть тебе надо вот это еще чувствительность наклонов сделать. Просто одно дело, когда голову просто повернешь вот так вот, а другое дело, допустим, когда тебе надо вот так вот сделать. Вот. А еще есть фишка такая, вот тоже, ее тоже надо настроить. Просто я сейчас не делаю, у меня микрофон здесь мешает. А мне нравится так делать. Оп. То есть можно так работать. Правда, гор потом вообще вырастет на спине, если так летать. Как бабка суту. Но зато будешь цели видеть. Так, правый двигатель. Навигация. Выставлен ППМ-1. Расстояние до него 120. Горючка у меня, кстати, по-моему, без дополнительных баков, да? Да, здесь будут баки дополнительные на такое расстояние, если летишь. Я бы от планировщика бы не отказался, ну, снарядиться. Мне не всегда нравится снаряжение, которое используется здесь в миссии изначально, которое тебе дают. Я не согласен с ним иногда. Вот. Но я понимаю, как оно, вот, если в реальной жизни на службе там, я хоть не летал, но, наверное, там что дадут, тем и пользуешься, да? Два двигателя запущены. Так, РП. Сочи. Запуск разрешаю. Ветер у земли 3,2,7. Скорость 2 метра в секунду. Сочи. 33-й. Руление. Удаление 190 на 2500. Сближайтесь. Это девушка говорит? Или бабушка? Голос такой. Как у Артура Пирожкова в выступлениях. Ну, слушай, может это Артур, это Пирожков озвучивал?
Да блин, чё сейчас видишь, вот я неправильно сижу и все, он мне херню показывает. Тут еще надо, видишь, сесть правильно. А нам же хочется и так посидеть, и так. А тут как этот сидишь, как по стойке смирно в армии. Стоишь. Третий, 13. Цель обнаружена. 003. Удаление 270 на 5000. Сближайтесь. Не, это мужской голос такой. Фига себе. А вот у меня в компании, которую я начал делать и забил на нее пока, тропический там, в тропиках, у меня там голос женский. Диспетчер. Так. Значит, сейчас мы взлетаем. Где этот Сочи Адлер? Вот он. И пилить нам, ё-моё. Там аэродром-то есть. А, ну тут резервный есть, Майкоп, если что. В Майкоп, если что, можно приземлиться. Но, ну да, еще Краснодар есть. Но я уверен, что здесь автор сделал такую гадость, которую он делал в прошлой миссии тоже. Если ты покинешь зону боевых действий, не выполнив задание, то задание провалится, и второго шанса у тебя не будет, как, допустим, в той же компании про самолет Су-25Т. Все, так, мы находимся, получается, посреди аэродрома. Тоже традиция у нас, почему-то парковку вечно выделяют какую-то не... А, взлет, скорее всего, у нас идет вот как здесь они устраиваются все. То есть сейчас пилить до сюда придется влево. Не знаю, я вот миссию создавал, когда я наоборот ставил себя ближе к краю, там, где мы будем выруливать сразу, и все, и выруливал, и взлетал. А вот этот мозгосекс, вот этот по всему аэродрому кататься, ну... Когда боевой, тем более боевая задача, хочется уже взлететь, быстрее выполнить ее, а не заниматься вот этим. Слушай, ну неплохо зима, кстати. Миссия зимняя в тему вообще. Тем более декабрь даже офигенно. Блин, зимой мне нравится. Я люблю зиму. Вот эти миссии, они местами вот боевые, они сложноватые, серьезно скажу. Вот выводы я уже сделал по компании Реванш даже. Там эти буки я до сих пор не сбил тогда. Даже эти, по-моему, стояли. Су-24, нет? Что-то похоже на них было. Там грачи стоят. Походу тоже взлетать будет сейчас. Вот здесь кабина, она, конечно, тоже такая, как бы... Вот эти тоже штучки мешаются иногда обзору, но... Вот здесь вот этого прицела, он не так высок, как там в Су-25Т. Не знаю, мне кажется, здесь как-то все равно по открытии кабина будет, чем в том Су-25Т. Не знаю, мне проще здесь видеть обзор, чем там. Там как в каком-то реально танке, блядь, сидишь. Высотомер-то не выстроил на 0.
Ну интересно, вот мне уже интересно тем, что здесь нету этой занудины вот этой. Начинает поработайте дневальным на тумбочке, потом самолет получите. Так, а я точно на эту полосу выставился? 13-й. Прошел ППМ. Ага, нет. Блять, 45-й. Прошел ППМ. сейчас бы взлетел. Так, разворот. Блин, я чуть опять не попал в эту ловушку. Я уже попадал в нее. Здесь развернемся. Здесь прикол в том, на этом аэродроме, что здесь надо полосу проезжать и на другую выкатываться. Мне бы такое солнце в жизни. В глаза как начинает светить, так такие зайцы ловишь, просто жесткие. Здесь-то оно светит, как-то даже очки не надо, да, делать? Не, серьезно, сейчас солнце вообще, не знаю, как у вас, у меня в Сибири это звездец полный. Просто какое-то прям... Оно глаза прям как будто тебе сжигает. У него глаза пипец устают. Потом зайцев ловишь. Здесь вот классно сидит. Ну, вот хоть смотри на него, засмотрись. Вообще нифига, да? Ладно, взлетаем. Или нет? Или нельзя? А, можно. Все, взлетаем. Я, блин, больше горючки потратил здесь сейчас на выкатывание самолета на взлетную полосу. Больше ездишь, тратишь. Тоже камера вот сейчас. Вот я сел, видать, неправильно маленько в бок, и она меня не по центру ловит. И я в самолете оказываюсь сбоку. То есть я должен по центру быть, а я сбоку сижу. Значит, мы летим в зимние горы. Это интересно, интересно. Блин, ну я просто прошлый, когда раз-то летал против этих натовских войск, у меня самолет-то был все-таки Су-25Т, у него шквал был. То есть я сильно близко с ними в контакт не вступал.
А на этом-то придется сейчас ближе подлетать. Это тоже будет интереснее. Так, что там скорость? Можно тягу убрать. Все. Держим. Нет, не держим, надо еще выровняться. Блин, это пиканье, оно надоедает. Я понимаю, что нас излучают где-то. Облучение, скорее всего, от наших же. Да, это наши, скорее всего, облучают. Потому что у нас там буки. Прикинь, в реальной жизни пилот на боевом задании летит, сидит такой. Тут у него зонтик, еще коктейльчик попивает. Блин, кстати, я хотел зонтик взять, я забыл сегодня. Чтобы более интересный полет смотрелся. Температуру я-то не глянул, насколько мне просто интересно. Чего, блядь? Какие плюс 10? Ты чё, ёбу дал? Плюс 10. У вас снег плюс 10 растает. Какой, блядь? Плюс 10, ага. У нас плюс 10 уже, блядь, лето в Сибири почти. При такой температуре. Хрена себе плюс 10. Блин, ладно, это, я точно не понимаю, что у них за зима тогда здесь такая. Не, ну мы же на земле снег видели. Там в горах, ладно, можно сказать, ну в горах-то снег. Не, на земле же снег был, и температура плюс 10, офигеть. Может это у них какая-то... Ага, в декабре ранняя весна. Кругом обман. В декабре плюс 10 и снег. Блять, лучше бы я не смотрел. Ты знаете, то же самое, как в Escape from Tarkov играешь. Дожди напидорасит. Смотришь, а небо голубое. Как будто кто-то, птичка сыт на тебя, что ли, я просто не понимаю. Ну нету там туч.
Что за доклад был на иностранном языке? Типа мы их связь ловим. Я ни разу не летал в это место, первый раз лечу. Сколько я здесь играю в этой игре, вот здесь я не был ни разу. Что-то новое. Все же надо было дополнительные баки брать. Видишь, какое, ну, вот, если тут еще Петр, конечно, находится. Видишь, как трекер срабатывает. То есть он хоп. Хоп. Туда глянул, туда глянул. Видишь, он как ловит голову. То есть я его настроил именно под поворот своей головы. Мне такая скорость комфортная. Ну, бывает вот так вот, мне надо будет резко повернуть. Вот. А если, допустим, я какую-нибудь бочку делаю или еще какой-нибудь маневр, тоже как-то так поднастроил. Кстати, там настройка вообще в самолете А10 была. Вот. А10 он, в принципе, ну, кабины нет, конечно. Не, но все равно она мне подошла немного, я ее поднастроил. Ну, туда вот вниз я особо не смотрю, я не знаю, можно ли так настроить. Вот, но это надо высоко сесть. То есть, а я сижу низко. Единственное, здесь можно, здесь же еще самолет, можно сиденье у себя поднимать выше, ниже. Ну, фишка в том, то, что если ты поднимешь, у тебя этот прицел-то твой там же останется, он не поднимается вместе с тобой. То есть у тебя прицел съедет, и тебе неудобно будет целиться. Я уже пробовал так сделать. Поэтому надо это учитывать. Ты можешь хоть, не знаю, в походном режиме, как в танке летать. Крышку вот эту снял, верхнюю вот эту, блядь, высунулся, летишь. Но при этом как целиться-то? Тут же надо, чтобы у тебя еще прицел вот этот работал. Он очень важен. Тем более в таком самолете, как Су-25 Грач. Здесь он очень важен, этот прицел. Блять, что-то у меня свет как-то коряво не работает. Камера, вебка, я имею в виду, как-то затемневается или осветляется. Сколько нам лететь? Еще 42 километра. Этот самолет любит маневренность. Ну, лично вот я для себя так понял, мне вот нравится на нем летать, когда у него есть скорость. Но обычно что у нас скорость требует расхода топлива много. Поэтому баки надо сюда вешать. Без баков здесь зопа. У меня баков нету. Баки надо, ну, дополнительно. Тогда можно втопить немножко, а так тихо приходится лететь. Высота 3500, скорость 500. До места назначения 32 километра. Это мы только до ППМ-1 долетаем. Нам еще надо лететь до второй. Блять, столько же почти, прикинь.
Ни хрена там, блин. Офигеть. Слушай, да это War Thunder на основе ДКС. Ё-моё. Видали, сколько самолетов? Я еще столько не видел здесь. Самое забавное, я как бы когда-то служил в таком роде войск, где я мог наблюдать за воздушными рубежами всей авиации в своей стране. Ну, вот примерно вот так вот оно все и выглядит. Ты смотришь, вроде один самолет, кажется, ну, ты как человек вот обычно, а на самом деле их просто дохуя. Ты их просто не видишь. Представь, сколько этих воздушных коридоров, сколько авиации всякой летает. Есть же гражданская, военная, их очень много. Вот. Примерно так же вот оно выглядит. Правда, здесь это все боевое. И оно идет на врага. Пацаны, ну мне-то хоть что-нибудь оставьте. Я что, зря летел, что ли? Кому-то нравится играть, летать, очки одевать, шлемы всякие там, да? Не знаю, мне нравится, когда у меня голова открытая. Я все-таки считаю, если вот так долго просидеть в этих очках, в шлемах, у тебя, блин, либо башка охренеет, либо еще что-нибудь. Это то же самое, как шапку натяни на себя и сиди в ней. Да, это атмосферно, это классно, здорово, но долго не просидишь, устанешь. Она вроде погружает, но это не полезно, короче. Это вредно, я считаю. Поэтому я и выбрал вот этот трекер. Мне он больше нравится. Считаю. Ну а чё? Мне вполне хватает, как бы. Я и так погружен в игру. Нормально он держит самолет джойстик. Я помню, на том летал, это просто пипец. Руку отпускаю, у меня он уже вверх летит. Или вниз, или еще куда-нибудь. Может быть, да, может быть, я когда-то пробовал на нем летать на ВЛ-2 штурмовик, и мне вот из-за этого... Я просто не разбирался особо, как он должен, по идее, управляться самолет джойстиком. Да я потом уже в ДКСе почувствовал немножко и понял, что я на какашке летал. Вот. Поэтому мне в ВЛ-2 не понравились полеты на нем, потому что он резкий, как не знаю, не навестись нормально, нифига. Он весь шатался, болтался, блядь. Ну о чем говорить, если ты за 700 рублей его брал? Ну хотя, блин, знаете, ребят, 700 рублей это ценник в то время был. 12 лет назад, когда по 100 рублей диски продавались. 700 рублей эта цена была тоже нормальная, я бы сказал. Да сейчас, 700 рублей херня. А раньше это ценник был. Так, подожди, что-то я, по-моему, не туда лечу, да? А, все правильно. ППМ не поменялось. Я думаю, что такое. Я маленько от ППМ-ки в сторону шел, она мне не поменялась.
Сейчас сам выровняюсь. Типа он мне тут показывает, высоту ниже надо брать. Да нам ни хрена там сейчас не оставят, все поразбивают. Они он там уже атакуют. Нормально атакуют. Эй, пацаны, вы что это сбегаете с поля боя? Вы охренели? О, зато они эти F4 все позбивали, по-моему. Смотри, вот эти пилоты все. Ладненько, сейчас мы прибудем. Мне интересно, что там за противник. Ну, что за техника будет. С леопардами я еще не дрался. Я только с этими дрался. С абрамсами. Сейчас на низкую высоту. Прибор показывает мне на низкую высоту. Вот, я сейчас скажу, какая высота. Сейчас уже 500 метров. 300 метров высота. Ну, примерно 300 метров высоты он показывает, надо лететь. Тогда все логично. Для грача это рабочая высота. Ну, если бомбы не сбрасывать. До места назначения 53 километра. Тут есть еще одна миссия, блин, я ее не прошел, надо будет потом ее переиграть. Там надо долететь до Грузии, нанести удар по Грузии, короче. Ну, фишка в том, что чтобы до них долететь, это надо горы пересечь. Эти горы в тумане, ты летишь, ты вообще ни хрена не видишь. У тебя высота вроде 3000 метров. Вот. Тебе надо бы хотя бы что-то увидеть. Ты чуть нырнешь и все, и в скалу носом ткнешься. То есть там горы высокие, высоты 3000 метров где-то. Даже 3 с чем-то. Сложная миссия. Ну, для меня пока. Ну что, надо будет ее переиграть. Я, короче, пролетел, там тоже 100 километров летишь. А потом буквально 20 километров, 15 оставалось, я носом в гору таранулся и пипец. Вот это было досадно, конечно. Подходим уже. Мардером, может, Мардером бомбы забросить. Так, Усть-Лабинск. Усть-Лабинск. По Мардерам можно бомбу сбросить. Давай попробуем. Сейчас надо будет сначала добраться, конечно. Ну, высоту придется набрать. Я надеюсь, нам можно здесь использовать аэродром резервный, потому что у меня горючки не хватит. Я сейчас пару заходов сделаю и все. Обратно я точно за 100 километров не долечу на этом баке, блядь. Это бесполезно. Сейчас тем более придется маневрировать. Это стопудово расходы. Мардер. Это же эти БМП, по-моему, с пулеметами эти, блядь, какая. Да, они типа БМПшек. Я в Артандере их помню, мардеры эти ездили. Зенитки эти маленькие, блядь. Ну они как не зенитки, они со стрелковым, блядь, с пулеметом. Или... А, не, нихера, подожди, Мардер, у него пушка скорострельная, это типа как у Бэхи тоже. Их тут сколько? 3, 8 штук, блин.
Так, сейчас пролетаем вот эту воду. За водой будет и город. За городом будет еще какой-то поселок небольшой. Сейчас надо сориентироваться. Так, выставляюсь. Бомбы. По одной. А, не, давай по две сразу. Так, вот он город. Вон поселок. Вижу я его отсюда. Ну, я не знаю, дадут мне ПВО подлететь туда. Вот они, здесь скопление идет. Там он дымок уже дает нам ориентир. А, так нифига они там, блядь, на расстоянии друг от друга. Так, нет, тогда не вариант. По одной. Скорость 700 большая. Бомба улетит далеко. Блин, где-нибудь есть рядом что-нибудь, а? Чтобы с друг другом было. Так, вон, по-моему, 2 единицы техники вижу вместе. Сейчас туда ударю. Все, дело пошло. Скорость большая, блядь. Сброс. Первая пошла, уходим. Я понял. Повреждения только получили. Так, давай, второй, работаем, атакуй. На земку. Атакуй цели по возможности. Ребята, молодец. Хорошие цели выбрал, полезные. Я думал, что скажет, работаю по объектам Кост. Подожди. Подожди, паровоз, не стучи. Водитель. Нажми тормоза. Ах ты, маленько в сторону пойдет. Хотя она должна ударить. Бам! В яблочко. Бомбы какие-то дал автор, блядь. Он то ли игроков хейтил здесь, я не знаю ли. Я просто иначе это назвать не могу. Какую-то хуйню вот постоянно заряжает здесь вот. Компании, миссии вроде интересные, все. Ну, посмотришь на вооружение, ну, пиздец. Одним словом. Он бы сюда бы это еще дыньки бы, арбузы прикрепил. И яйца бы сбрасывал бы на них. Ну, серьезно, я вот в реванш играл, там тоже. Ну и нахрен ты их атаковал, эти объекты ПВО. Серьезно, вот я в реванш играл, мне приходилось самолет постоянно перевооружать, потому что такое говно вешать. Ну есть нормальные бомбы, пожалуйста, ФАП-500, блядь. Ракеты 25 МЛ, да? Нет, он навесит это говнишко, блядь, всякое. А там попробуй этот самолет в стоге сена найди, чтобы его перевооружить. А особенность в том, что чтобы самолет перевооружить в планировщике, надо на него тыкнуть курсором. Вот. А чтобы его курсором тыкнуть, надо его найти. А там вот бывало, вот ты ищешь его в планировщике, на нем еще 10 самолетов в одном месте.
И попробуй его там разыщи, где вот он находится. Вот я сейчас искал перед этим полетом его. Я не мог найти. Так, что у нас есть еще? Управляемые ракеты. Так, для управляемых ракет надо стеклышко поднять. Интересно, какие он ПВО уничтожал? М113, что ли? А, вон гепарды у нас, скорее всего, по тем он бил. Так, ну давай я попробую сейчас М113 ликвидировать. Ориентир только надо поймать. Нет, сейчас я их не увижу. Надо уходить сейчас маленько вправо. Так, что у нас тут есть? А, вот у нас дорога тут какая-то есть. Такая, да? Ее тут она незаконченная какая-то. По ней будем ориентироваться. Так, горючки осталось 1000 килограмм. Ну вот. Надо будет потом уходить, скорее всего, на Майкоп. И только, блядь, пускай он мне скажет, что миссия провалена. Я все, я, блин, очень сильно разозлюсь на эту компанию. И пошла она в попку. Потому что здесь стопудово нужен резерв горючки. Либо резервный аэродром. У меня остаются ракеты и нары, да? Сейчас я хочу использовать ракеты управляемые. Так, подожди, что-то... Бля, по-моему, я сильно круг взял. Нет? Вот, да, я правильно лечу. Где-то здесь их надо искать. Они где-то на дороге. Блин. Тихо. Нам не надо разбиваться. Надо понять, где они. Ну так, чтобы они меня не сбили. В смысле, я ж тебя вырубил. Лазим на целеуказатель. А, вот она, эта хрень, здесь где-то они. Вот она, эта дорога. Опа! О! Тихо. Ох ты, блядь! Нихуя, это что такое прилетело мне? Серьезно, что там? Меня аж отнесло, блядь. Это БМП по мне ударило, да? Офигеть. Ну-ка, да, посмотрим. Да выезживался, блядь. А что ударило? БТР М113? Это что, он так может бить, что ли? Пишет БТР М113. 12-миллиметровками. Что-то он мне сломал. А, нет, подожди, вот. М2 Браунинг. Ну да, пулеметом М2 он мне, короче, раскидал. Недооценил я эту хрень. Ну, она просто в играх как анёба ездит, бестолковая, блядь. А здесь-то нихера нахерачит, я смотрю, да. Я вообще ни разу ее здесь не бил. Вот же, сука.
Получается, она по мне и стреляла, да? Я имею в виду, что она и стреляла, просто не попадала. Вот она. А товарища моего коллегу сбили с гепарда ЗСУ, получается. Болеть. Ну, что есть, то есть. Ладно. Блин, летит далеко. Что, старт опять сделать? Не, миссия классная, интересная, мне нравится. Как бы. Я думаю, здесь надо перевооружиться. Блять, 100 километров пилить опять вообще не вариант. Блин, как я люблю вот эти миссии долгие. Можно было здесь аэродромы выбрать, да? А так. Слушай, ну можно взять, допустим, дополнительные баки на маневрах прилететь, да? Ну-ка. Нет, не так. Заново начать сейчас. Не завершите. Так, прогресс будет утерян. Какой там нафиг прогресс? Планировщик. Так, Сочи Адлер я запомнил. Вот он я. Во-первых, камуфляж мне не понравился. Я из-за него проиграл. Так, вот иркутовский возьму. Вот что надо вешать. Вот. Потом надо вешать. Так, вот здесь надо вешать. Вот. А вот здесь надо вешать. Вот. Ну, короче, вот. И вот. Просто 2 ракеты и одни фабы 500-е. Ну, чуть-чуть уберем так, грамульку. Вот. Не знаю, брать ли воздух. Да, они там, блядь, их сбивают быстро, эти наши. Ну, блин, сейчас опять перевес с ними будет. Не буду. Ну и все. Бомбочки взяли. 25 МЛ-ки есть. Так, почему ЛТЦ так мало? Что там, ЗРК есть, что ли? Ладно, давай чуть-чуть возьмем. Ну и все. А, подожди, нет, не все. Тебе тоже надо. Ё-моё, что это, блядь? Какие 25 Л, ты чё? О, давайте так, нет. Так, ну, они больше боты хорошо стреляют ракетами. 25 МЛ, это уже проверено. Вот. Здесь можно ему тоже топливные баки захерачить. Ну и ракет побольше. Ему приходилось вблизь лететь. 20 и 25 Л, они 6 километров берут всего. Пуск это, блядь, считай, ты почти близко подлетел, и тебя, конечно, зенитка достанет. Ну 6 километров, что это? Это считай вот так вот и высота еще. Ну там близко приходится подлетать. Бомбы я не даю им, потому что они ими бестолково пользуются. Нары тоже бесполезно. Можно дать им... А, что, нету воздуха? Какой? Нет, подожди, воздух. Вот, воздух, на всякий случай. У меня их нету, а у него будет. Ну и все, хватит ему 4 ракеты. Живее будет. Так, ЛТЦ побольше тоже. Здесь очень многое зависит еще, как ты вооружишь второй самолет, потому что он тоже может давать пользу. Может летать просто как мишень, а может прям принять участие в бою. Так что я заметил, тем более в этих вот
компаниях, вот типа как реванш, вот это все. У меня тоже была здесь миссия, мы играли. Там интересная миссия, надо было поддержку устроить нашим войскам, типа они отступали, прикрыть их зад, так сказать. Ну и все, я тоже вот начал, не вооружал, ничего, мы полетели. У меня второго постоянно забивали, а я один оставался, и один мне было сложно одному. Ну и все, я что-то психнул, потом зашел в планировщик, вооружение все поменял, мы взлетели и просто выполнили ту задачу. Я только и слышал, пуск ракеты, цель поражена, я... Красавчик. Ну, я же не, как бы, я не говорю, что я ас в этой игре, как бы, ну, если у вас двое летают, и вы более-менее что-то вдвоем, вы уже что-то можете, как бы. Ладно, давай еще полетим. Попробуем. Блин, ну я недооценил возможности М113, честно, такая хрень. Просто я с ней сталкивался всегда в Арме 3. Вот, будем объективны, как бы, игра Арма 3. Там она дура, я ее всегда называл. Гроб, да, этих, на гусеницах для пиндосов. Вот. А здесь-то нифига она раздает. Так, ладно. Запуск двигателей. Вперед. Так, высотомер. Ставим на нолик. Закрылки приготовить. И надо отойти на чуть-чуть. Сейчас. 33, 13. Цель обнаружена. 338. Удаление 230. 3500. Сближайтесь. 33, 13. Цель обнаружена. 359. Удаление 230. 3500. Сближайтесь.
Сочи, 33-й, руление. 3-3, Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Цель обнаружена. 348. Удаление 190. На 2500. Сближайтесь. Че же мне он там сломал-то такое, интересно? Что меня как вертолет повело. Блять, тут на танки на наши нападал. У них тоже пулеметы стоят нормальные. БМПшки по мне стреляли наши. Ну что-то меня так как вертолет не вело, я мог уходить от них. А здесь что-то на нас М2 мне наклепал непонятно. 13. Цель обнаружена. Как бумажный самолетик сбил. Удаление 260. На 5000. Сближайтесь. Ну чё? Где мой? А, вон он движется. Давай его дождемся. Вихря не хватает здесь. Сейчас бы вихрями разнесли бы все там нахрен. Сочи, 33-й, взлет. 3-3, Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 757,38. Сейчас он маленько приблизится, я взлетаю, думаю. Он все равно не со мной одновременно взлетает, он после меня. Все, вперед.
Ну что, дадим жару, так сказать. Сейчас скорость разовью где-то 700, нормально. Ползти опять эти 100 километров, блин, час. Ну сколько, минут 20 летел? Блин. Что я тут? Где я? Не понял. Вот я его вижу, а почему от него я себя не вижу? Где я, блядь? Где-то. Так, что-то скорость маленькая. Ну, давай жигнем. 900. Шучу, конечно. 899. 700 хотя бы. А мы сейчас вот так сделаем. Маленько высоту снизим, на скорость разовьем, да? Можно как лодка по волнам. Так. Чуть поднялся, опустил, чуть поднялся, опустил, считаем. Чего бы нет. До 550 сбросим, потом опять вниз, так, опа. Блин, где-то там человек подсказывал, как эту хрень убавить. Это она заколебает. Березка это... Я понимаю, что это как бы хорошо, что она оповещает, но... Мы уже поняли, что там у нас облучение. Надо как-то ее вырубить. Ну, уже 60 километров. О, с ракет вообще пролетели быстро, да?
ползаешь, блядь, 500-400 горючку экономишь. Не, конечно, это правильно, да. Но здесь у нас лимита нету. Ну, можем вешать дополнительные баки и все. Сейчас, значит, фабами отрабатываю по мардерам. Одним фабом. Другим фабом отрабатываю по М113. Вот. Потом другие фабы пойдут. Ну, надежда, конечно, что все-таки у нас воздух собьет эти F4. Так-то не хочу я с ними там летать. Где там они? Давай, ребята, я за вас кулачки держу. Как мы обычно говорим. Мы кулачки за вас держим. — 49 километров. Это только до первой ППМки, надо же еще до второй долететь. Как раз 5000 метров. Нормально, хорошо летим. Летят. Я так понимаю, у них какая-то задача, они ее выполняют и возвращаются. То есть они там не летают, это мы уже туда долетаем. То есть их задача поразить воздух. Я так понимаю. МиГ-23, Су-25. Как-то интересно, не СМок. А, не было еще СМки в то время, когда изобретали эту компанию. Ну, Тэшку бы могли поставить, все равно у вас вымышленный сюжет. Тэшки-то могли бы поработать, но только не я на ней, а эти боты. Так, все, я снижаюсь. Хотя нет, я не снижаюсь. Мне же надо бомбы сбрасывать. Не хочу снижаться. Да это наши облучают здесь, потому что у нас по пути техника, вот она. Оса у нас здесь, всякие шилки, бук вот нас облучают. Это наше все, тут только и будет это пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я говорю, то ее бы вырубить. Зря только не слушать это. Вот в этой миссии было бы здорово, конечно, использовать СМ вообще. Он тут вообще был бы, кстати. Ну, так как это 89-й год, какой тут СМ-то? Тут грач-то и то, так сказать, начало его подвигов. Grach 1-1, strike package departing rendezvous point. Дю-дю-дю. Чё они на английском, а не на немецком?
Мы же против немцев. Где я? А, нифига, я своих догнал, прикинь. Пацаны, вы где? Поди там где-нибудь. Где-то. Так, мне надо их пропустить вперед, потому что там все-таки есть самолеты, которые будут поражать вражеские самолеты, а моя задача уничтожить наземку. Поэтому, как бы, с одной стороны, себе в пользу может быть, чтобы не занудно играть здесь, быстро добрался. Вот. А с другой стороны, тут рассчитано, наверное, время на то, чтобы отработали сначала те самолеты, а потом мы. Поэтому не надо лететь вперед паровоза. Где вы? Высота маленькая, надо двушку. Я думаю, где-то 1,5-2 для сброса фабов 500. Потому что они очень хорошо цепляют. У них волна идет не только горизонтально, но и вертикально. То есть она и меня задеть может. Это специально задумано так. Давай, пацаны, мы кулачки держим за вас. Там просто F4 летает. А, уже не летает? В смысле, а где это? А кто их так сбил быстро? Скорее всего, ПВО наши. Ну ладно, так что быть, уходим к ним. Так, переключился на ППМ-2. Выхожу на курс боевой, так сказать. До цели 79 километров. Нет, до ППМ-2 79 километров. А до цели нам еще, по-моему, ППМ-3 надо будет покорить. Так, что, разгоняемся. Короче, раньше подгонялся на вот эти вышки, это пиздец. Я думал, это мишени, прикинь, подсвечивается. Это антенна, прикинь, так светится в игре. Я сейчас просто, потом только это понял. Не, ну они реально так светятся. Это, знаете, вот как полигон летаешь, допустим, тебе стрелочки красные, типа, указывают на мишени. Со стороны так выглядит. Вот так вот. Да, руку хоть маленько разытывать. Отвыкаешь, когда летаешь на этом. Здесь же нету автопилота. Надо часто летать. Самолет чисто требует ручного управления постоянно. То есть и постоянно надо управлять им.
Грач. 1-1, 2 минуты до цели. В смысле, у нас что это? Европеец летит, что ли? Я не понял. У нас есть пилот иностранный, что ли, в Граче сидит. Грач 1-1, у него позывной. Так, ну я помню ориентиры. Вот это вода, за водой будет большой город, за городом будет маленький, не знаю, даже не село, но райончик. За этим райончиком будет позиция Мардер. Сейчас по этим Мардерам попробую нанести удар фабами. Сброс буду делать по одной бомбе. Вот. Но при этом высоту надо будет держать. Почему? Потому что М113, сука, берет меня. Вот это херня, конечно. Вот я об этом, кстати, говорил. Когда летаешь на высотах, тебя ЗРК берут. Когда летаешь на низкой высоте, ты уязвим для вот этой херни всякой, которая с пулеметами М2 ездит. Поэтому тут надо... Как обычно говорят, лучшая защита — это нападение. Надо их уничтожать просто, и все. А не летать, не испытывать нервы свои. Ну вот сейчас вот я долетел до сюда, да, почти. У меня горючка потратилась, осталась, так как бы у меня без баков было бы. Приходится жертвовать либо боевым этим вооружением, либо горючкой. Так, второй сейчас тоже будешь бить. Блять, почему он тогда близко так к этим подлетел? Вооружение говно было, потому что... Сейчас я посмотрю, как он будет Б-25-ками работать. Я думаю, он будет на расстоянии бить. Так, вижу район. Бомбы. А, ну у меня просто 4 одинаковых. Ну все, по одной бомбе сброс тогда. Много высоты еще наберу. Так, вот он район, этот, который надо по нему ориентировать. Я вижу их. Расположены. Да, между ними расстояние. Ох ты, сука. Блин, они ракеты пускают, что ли? А, это ни хера, это струя от пулемета или пушка. Так, по мне кто-то работает. Покажу. Что это за хрень? Да, давай, это второй атакуй. Что-то тут мощное есть. Что мне не нравится. Блять, они реально разбросаны. Какую из них брать-то? Давай вот эту. Блять. Что за хрень? Кто меня облучает?
Что это такое? Ну это пушка, ну работает по нашему. Мне вот обычно, когда вот этот идет звук, это значит, сука, либо тебя сейчас будут уже ракеты иметь, вот. Захват идет тебя. Ну, короче, это уже неприятный звук. Желательно бы, конечно, остерегаться такого звука. Блин, слушай, ну это хрень. Они вот так вот на расстоянии, я не знаю, их ФАП не возьмет. Давай им 113 попробуем. Мне нужно скопление техники, а не вот это. Чушь какая-то. Опять меня кто-то ловчит. Отстань. Блять, у них что-то мощное. ЗРК, по-моему, что ли? Да, у них ЗРК, сука. Где-то расположено. И почему тогда его не было? Полный капец. Так, где дорога? Вот она. Сдаю на цель опять. Пи! Пипи. Пипи. Это просто пипи. Вот видите, между ними расстояние какое. ФАП не возьмет, блядь. Так, у меня противник получается вот там. Вот там противник. Который мне нужен. Я же должен им отомстить за прошлое. Где вы, сука, здесь стоите? Смотри, вот видно машины, да? Вот эту хрень не видно, блин, армейскую. Интересно. Ну, они же здесь должны быть. Странно. По карте здесь вот. Вон они, блядь. Их не видно просто. Во-во-во-во, херачит, смотри как. Это... Хотя нет, это Мардер, по-моему, по мне сейчас бьет. Достать пока не может меня. Морда наглая. Вон, ну, я говорю, я правильно смотрю. Я почему-то их на дороге не вижу. Они рядом должны с дорогой быть, их не видать. Либо они в муравьев превратились, я просто не понимаю. Почему я вижу гражданские машины лучше, чем вот эту хуйню армейскую, которая в 2 раза больше машин, по идее, гражданских. Тоже вопрос непонятен, да? Точнее, ответ на него. Где вот эти обезьяны, блин? Надо, тут колонна целая. Подожди. Нам нахуй. Блин, у себя немного повредил. Так, ребята, ну пошутили немного. Ёб твою мать. Он мне в кабину прям зарядил. Пиздец. Заебал мне эта хрень. Я не знаю, что у них за пушки, блядь. Они просто сбривают сразу. Да, противник у нас жопа.
Подожди, это по мне... Ни хрена себе. Сейчас я посмотрю, кто по мне отработал. По кого-нибудь я ударил, но я погиб. Ну, это херачит по мне это ЗСУ. Это не Мардер. Гепард, по-моему. Короче, Шилка почти. Так это Шилка, подожди. Все понятно. Это, короче, вот что-то типа Шилки, да? Или нет? Нет, ошибаюсь. Дай мне посмотреть на врага хоть. Это все наше. Это бук. Просто интересно, кто меня сбивает. Вот это леопард едет. Почему? Вот он, по-моему, гепард, да? Ну да, вот такая вот херня меня сносит. Ну теперь логично, да? Что я как вертолет приземляюсь. А он мне, короче, что-то вышибается. У меня пушками. Смотри, у него какой калибр. Такое говно меня сбивает. А почему? Потому что я на него выхожу всегда. Я его не учитываю. Это моя ошибка большая. То есть я учитываю Мардер вот это, да, а его-то я не учитываю. Вот она, колонна движется. Вот эту колонну надо разбить, я так понял. Здесь получается у нас 4 леопарда и 1 гепард, который их охраняет. Блять, он мне чем-то напоминает, правда он современный, да? Хотя нет, я не знаю, какой он современный, 89-й год, стареет уже. Чем-то ЗСУ 57 есть. Тоже советская пушка с 2 стволами. Что-то на нее чем-то схоже. Но только, конечно, это гепард. Красавец. Повезло тебе, сука. Ну ладно, чё. Блин, сложная компания, ну, будем бить ее. Не, мне нравится, она интересная. Но здесь надо прям летать и летать, тренироваться, потому что противник уже не как мы их сбивали-то, у нас там в основном были Урал, ИЗУ, БМП, Шилки, кстати, были. Но Шилки, не знаю, от Шилок мне проще было уходить как-то. Они бруть отработают, я там... И ушел. А эта хрень, блядь, бах, бах, и все. То есть она, если попадает в тебя, все, тебя ничего там... Ну, что-нибудь она тебе ломает конкретно. Так что... Надо будет потом пробовать. Да, ПВО пока мне слабо дается на самолете Су-25 Грач. Очень слабо. Надо еще тренироваться. Видите, одно дело, когда ты просто наземку атакуешь, что это херня. А когда эту наземку охраняют уже ПВО, то тут надо уже работать очень аккуратно, потому что Грач, у него в основном, видите, все низкие высоты, а низкие высоты он уязвим для всех этих зениток. Вот в этом вся сложность этого самолета. Поэтому его и называют самолет для асов. Су-25Т, он, конечно, проще. Ты на расстоянии в шквал посмотрел, увидел этот гепард, пошел в жопу. А на этом попробуй, ага, тебе надо постоянно вблизь подлетать. Конечно, ты уязвим. Поэтому, ну ничего, мы не сдаемся. Обязательно сделаем. Ну, сегодня все, уже хватит, поиграл. Задание сделаю потом, попозже. Блин, да эти 100 километров, конечно, это полная задница налетывать. Было бы классно, так с аэродрома вылетел, да, там километров хотя бы 50 пролетел и стреляешь, а тут летишь, блин, тебя бахнет потом где-нибудь и все. Это, знаете, это мне напомнило вот, бой War Thunder, вот опять же вспомню эту игру. Реалистичные эти авиационные, или как они там, ну, короче, на самолеты бои.
Летишь, летишь, летишь толпой. Минут 10-20. Потом просто 2-секундный бой. Гейм-овер, все. В ангар пошел. Так что... Так вот, да. Так, что у нас там время? Ну да, время пора. Я, кстати, на 2 часа планировал полеты, но на час побольше получилось. Просто как бы хотелось еще попробовать. Не, ну вот вооружение у меня, которое я взял, я такое и буду брать. Вот, единственное, надо будет как-то, я не знаю, гепарда, наверное, первого бить. Я не знаю гепарда, просто я вот здесь только вот увидел. В игре я не видел его ни разу. Ну, будем знакомы. Ладно. Увидимся в Таркове через... Не знаю. Ну, короче, скоро уже. Все. Хорошего вечера. Пока-пока.